Иран прекратил переговоры с США о прекращении огня, передав посреднику Пакистану, что больше не заинтересован в разговорах, говорит об этом The New York Times. Также добавляю, да, реальная война есть, канал США готовится нанести ядерный удар по Ирану. Ну, это, видимо, от себя, ну, еще раз, это чье-то личное мнение, нафиг так пугать. Ну, то есть много блогеров, которые начинают поднимать это все, ну, как-то усиливать, скажем так, акценты. Трамп угрожает атакой на Иран сегодня вечером. Ну, все ждут, это Украина сейчас публикуют, все ждут каких-то результатов. Также есть информация, которая публикует в настоящее время. Иран отказался от прямого контакта с США после заявления Трампа. После заявления Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации, о которой я тоже со своей стороны высказывался, что есть, ну, то есть к чему это приведет, да, как опасности, например, ну, невозможно контролировать территорию в сегодняшние времена, когда мы живем в эпоху сражений дронов. Когда сражаются дроны, ты должен не территорию контролировать, а целый пузырь вокруг какой-то территории, что ты вот захватил, допустим, территорию, и что завтра туда не начнут с другой территории прилетать дроны. Вот чего ты должен научиться контролировать. То есть все. Ты должен все, ты саму территорию, над территорией, все должен научиться контролировать. Я считаю, что сейчас такой вот, ну, в каком-то смысле коллапс возможностей всех властей. Я думаю, что Трамп дает себе в этом отчет. Но я уж как-то вот был ролик, я об этом высказывался. И я к чему это? К тому, что вот в новости появляется слово Палестина где-то попала сейчас на глаза. И Палестина, я еще сказал, что ну вот, допустим, вы решите все с Ираном, а у него есть дружеская Палестина, вы тут контролируете, завтра оттуда, они там изобретают, нашвыряют вам дронов, и весь ваш контроль закончился в одну секунду. Дальше есть Сомали, черные пятна планеты, где так и считается неконтролируемая территория. Все миром признали неконтролируемой. И откуда вы уверены, что завтра там не соберутся те, кто убегут отсюда, и затащат туда парочку ученых, либо хорошо им заплатят, денег у них дофига, да, годами копили, и завтра оттуда пролетит какой-то такой умный дрон, что вы очень сильно все удивитесь. Да, вот как это контролировать? Я уже об этом говорил. И вот что мы, значит, здесь тоже слушаем. Иран отказался так. После заявления Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации Тегеран приостановил дипломатические контакты с Вашингтоном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди ближневосточных властей. По информации газеты, переговоры через посредников по поводу прекращения огня продолжаются. Однако отказ Ирана от прямого диалога осложнил попытки достичь соглашения по установленному сроку. Это где-то мне, значит, другая новость попадалась, то, что посредником, собственно говоря, Палестина и является. Иран заморозил все дипломатические каналы и непрямые переговоры. Иран приостановил мирные переговоры с США. После угроз Трампа уничтожить целую цивилизацию президент Ирана Пезешкиан сказал, что 14 миллионов готовы погибнуть за страну. Ну, это он не может так говорить, нельзя говорить за 14 миллионов. 14 миллионов разные люди, ты их что, вообще не уважаешь, что ли? Может быть, они разные, может, они по-разному на это смотрят. Может, они готовы погибнуть, но, может быть, за страну, но не в твоих интересах. Может, они вообще считают, что для страны ты лишний. Там по-разному может быть. И вот это, кстати, очень плохо, когда так высказываются, но тем не менее. Более 14 миллионов гордых иранцев к этому моменту объявили о своей, цитата идет, о своей готовности пожертвовать жизнью ради защиты Ирана. Ирана, да, но это же не значит, что тебя лично. Я вот от себя добавляю. Я тоже был, есть и буду готов отдать жизнь за Иран. Да, ну, возможно, вы по-разному. Может быть, между собой подравшись, вы и те, и другие отдадите жизнь за Иран. Это называется гражданская война. Ну, я не знаю, в курсе ли Пезешкин об этом, но такое бывает, что бывают гражданские войны. И получается, что погибшие с любой стороны, в общем-то, квалифицируются одинаково. Заявление президента вышло вслед за призывом замминистра спорта и молодежи Арезы Рахими. В видеообращении он призвал молодежь, спортсменов, художников, студентов, преподавателей образовывать живые цепи у электростанций по всей стране в знак того, что удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением. Сегодня десятки людей выстроились в цепь вокруг электростанции Бисотун в Керманшахе с флагами Ирана, а также портретами Али и Маджтабы Хаминеи, сообщало агентство Фэрс. Также люди собрались у тепловой электростанции в Тебризе и у моста в Ахвазе. Поводом для этих мер стали угрозы Трампа, которые тот начал публиковать в пасхальное воскресенье. Ну, не знаю, пишите со своей стороны, друзья, как вы это видите. На мой взгляд, как бы понятна и позиция Трампа, и позиция, там, не знаю, КСИР, ну, какой-то, да, действующей власти. Народ, который где-то как-то выступает, здесь надо не забывать и про блокировки, и про мирные демонстрации, которые разгонялись жесточайшим способом. Я это к чему? К тому, насколько можно воспринимать достоверно. Приведу пример. В России не так давно произошло массовый забой скота. Многие уверены, что это было сделано с целью крупных агрохолдингов под видом, ну, такое принято решение, мол, какая-то зараза, не объясняя какая, взяли и убили всех конкурентов. Знаете, что дальше сделали? Построили несколько переодетых чиновников, которые изобразили из себя
фермеров, которые сказали: спасибо большое, так нам помогло, что вы убили у нас всю скотину. Вот они реально стоят и так говорят. Ну, там, не буквально, да, ну, смысл именно такой. Поэтому, когда есть народное негодование, а в Иране оно было, и вдруг этот же народ говорит: какой хороший у нас власть, я, извините, этому не очень доверяю. Дело в том, что вы сами дискредитировали то, что вы будете говорить, и что от вашей власти будет позиционироваться. Поэтому здесь вот несколько положений, несколько сторон, и, безусловно, опасность, и, собственно говоря, и страны Арабского и Персидского залива уже в ООН обращались, не знаю, какое будет принято решение по поводу официального объявления боевых действий, предупреждение Трампа. Если честно, я с замиранием сердца на это смотрю, потому что, не знаю, как это называется, эскалация или обострение, и просто все на таком нерве держится, что, ну, я переживаю, потому что, как всегда, что бы ни началось, да, начнут драться в верхние круги, они редко погибают, только в Иране умудряются погибать, и то только потому, что их выследили и целенаправленно ликвидировали. А так обычно погибаем мы, мирные. А мне это не нравится. Никогда я погибаю, никогда кто-то еще погибает. Вот не знаю, друзья, пишите со своей стороны, как вы это видите, как по мне. Все это крайне печально и невероятно опасно. Берегите себя, самое главное, и увидимся в следующих новостях.